Корейский холодный суп. Мы начинаем сезон летнего меню. В наших краях уже очень-очень-очень жарко и хочется чего-то холодненького и освежающего. Для этого блюда нам потребуется большой и желательно длинный огурец, а самое главное, чтобы он был без семян или с наименьшим количеством, с минимальным количеством семян. Мы должны огурец хорошо помыть, желательно с солью, потому что мы собираемся использовать его с кожурой. Также потребуется половина средней луковицы или 1/4, в зависимости от того, насколько вы любите лук. Также 1 красный перец чили, 1 зеленый и немного зеленого лука. И мы приступаем. Сначала мы нарежем лук. Нарезать его нужно тонкими полукольцами. Нарезанный лук мы должны положить в холодную воду, разъединяя полукольца. И держим лук в холодной воде, пока подготавливаем все остальные ингредиенты. Это нужно для того, чтобы убрать из него горечь. Теперь нарежем огурец. Делаем мы это под большим углом и нарезаем как можно более тонкими кусочками. Теперь мы выравниваем все нарезанные кусочки, так проще всего будет их нарезать тонкой соломкой и нарезаем их тонкими полосками. Если у вас есть слайсер, вы можете все это сделать на слайсере. Теперь зеленый лук. Мы нарезаем его просто тонкими кольцами. Количество зеленого лука тоже зависит от того, насколько вы его любите. И закладываем нарезанный зеленый лук в нарезанные огурцы. И теперь приступаем к перцам чили. Мы обрезаем им кончики, разрезаем вот таким вот образом напополам. И нужно будет вынуть из них семена. Удобнее всего это делать чайной ложкой, вот таким вот образом. В принципе, нам понадобится даже не целиком перца чили, потому что это будет очень остро, а мы берем половинку каждого из них и нарезаем вот такими вот тонкими кусочками. Все нарезанное мы закладываем, отправляем в салат. Если прям вот сильно острое не любите, но уберите тогда этот ингредиент, хотя в оригинале это добавляется. Теперь лук. Мы должны будем лук аккуратненько немного отжать или дать ему отечь, в общем, убрать с него излишки влаги. Если вы собираетесь прямо сейчас подавать этот суп, то тогда та емкость, в которую закладываете все ингредиенты, положить ее перед этим в холодильник, чтобы она была холодной. Я собираюсь закладывать все в контейнер, потому что буду хранить это в контейнере в течение дня. То есть вот этот сделанный холодный суп вы можете хранить в течение дня в контейнере и в холодильнике. И добавляем мы во все подготовленное молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки. Также мы добавляем соевый соус 1 столовую ложку. И теперь мы должны все это хорошенько, но аккуратно перемешать. Затем добавляем сахар в объеме 2 чайных ложек. Если у вас есть экстракт сливы, то можно добавить его в объеме 2 столовых ложек. И соль добавляем 1 чайную ложку. И уксус добавляем от 2 до 4 столовых ложек по вашему вкусу. Вы когда все перемешаете, вы затем добавите воду и перемешаете, вы попробуйте, и если на ваш вкус не хватает уксуса или еще чего-то, то тогда вы это добавляете. Теперь мы все это перемешиваем, и некоторые добавляют кунжутное масло. Я кунжутное масло не добавляю. Я добавляю кунжутные семена в объеме 1 столовой ложки, но не просто вот обжаренные кунжутные семена целиком, а я их буду перемалывать. Таким вот образом вы можете сделать это в толкушке, пестиком или вот таким вот образом, чем обычно картошку разминают. Я вот так вот это буду делать. И это по-любому добавляется в это блюдо. Это не альтернатива кунжутного масла, это в принципе всегда идет к этому блюду.
И затем мы не добавили пока кунжутные перемолотые семена, мы сначала добавляем воду. Вода должна быть холодная из холодильника, где-то от 200 до 250 мл, в зависимости от пропорционально объему наших ингредиентов. И теперь мы закладываем кубики льда. На данное количество 7-8 штук кубика льда достаточно. То есть вы все это приготовили и сразу подаете к столу. То есть готовите это перед тем, как подать к столу. Я имею в виду закладывать лед прямо перед подачей. И вот сверху вот так вот мы это посыпаем перемолотыми кунжутными семенами. Все это мы перемешиваем, и можно подать это на стол в общей большой какой-то пиале, желательно в стеклянной, потому что обычно подают в стеклянной, потому что это красиво, и желательно в холодный, который перед этим вы поставили в холодильник. Или же мы можем сразу порционно разлить по маленьким тарелочкам и так каждому подать. Или же каждый сам возьмет из общей пиалы, сколько ему хочется, сколько ему нравится. Блюдо, как я это уже говорила, оно летнее, оно освежающее, очень прохладное и очень хорошая альтернатива всем, наверное, уже надоевшей летней окрошке во всех возможных вариантах. Попробуйте, я думаю, что вам это очень понравится. И, кстати, это можно еще есть вот таким вот образом. Отварить лапшу самен, ничего в нее добавлять не надо, и прямо вот туда, вот в этот вот супчик, и так едите. Кстати, можно наливать в этот суп не только холодную воду, но и холодный остужный бульон на основе рыбы мьёльчи и водорослей ташма. Лайкайте, подписывайтесь. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте комментарии и приятного вам аппетита!